Знаменитая американская писательница Урсула Ле Гуин в одном из своих произведений сказала устами персонажа: чтобы слово прозвучало, должна быть тишина. До слова и после него. В этой фразе говорится о рождении и смерти всего сущего. Каждый объект во Вселенной имеет начало и конец. Некоторые элементарные частицы существуют в течение едва измеримых долей секунд. Микроорганизмы от пары часов до нескольких дней. Человек живет десятки лет. Даже звезды, которые могут светить миллионы и миллиарды лет, в конце концов угасают. Но что насчет самой Вселенной? Неужели и она когда-нибудь умрет? Если да, то как это произойдет? И что будет после ее смерти? Самой ранней теорией возникновения нашего мира была теория стационарной Вселенной. Согласно ей, наша Вселенная не имеет начала и конца, существовала всегда и будет существовать вечно, находясь в равновесном и стабильном состоянии. Однако довольно быстро наблюдения и расчеты показали, что эта теория маловероятна, так как во Вселенной существуют процессы, необратимые по своей природе. В 10-20-х годах 20 века стала формироваться теория, широко известная под названием «теория Большого взрыва». В настоящее время она является наиболее проработанной научной теорией, объясняющей происхождение и эволюцию Вселенной. К созданию теории Большого взрыва приложили усилия десятки ученых. В ее основу легли работы Альберта Эйнштейна, касающиеся общей теории относительности. Главным выводом из этой теории является предположение, что судьба Вселенной зависит от темной энергии, теоретического вида энергии, служащей причиной расширения пространства. Однако ничего определенного о сущности этого физического явления сказать пока невозможно. Существует множество теорий, каждая из которых имеет достоинства и недостатки. Согласно современным данным, возраст Вселенной отсчитывается с момента Большого взрыва и составляет чуть менее 14 миллиардов лет. Вселенная постоянно расширяется, и в зависимости от плотности темной энергии она либо будет вечно расширяться со все возрастающей скоростью, либо постепенно расширение замедлится и обратится вспять. В этом случае Вселенная сожмется обратно в бесконечно малую сингулярность, подобную той, из которой родилась. Современное развитие науки не позволяет дать однозначный ответ на вопрос, какая из этих возможностей более вероятна. На их основе можно представить два равновероятных варианта развития событий, названных Большим разрывом и Большим сжатием. Скорость расширения Вселенной зависит от расстояния между объектами и происходит тем быстрее, чем дальше друг от друга они находятся. Представьте себе шар с воздухом, на который нанесли две точки. Если шар начать надувать, то эти отметки начнут удаляться друг от друга. Примерно так можно представить себе расширение Вселенной. Расширяется само пространство. Чем дальше изначально нарисованы точки, тем быстрее они отдаляются друг от друга. На определенном расстоянии эта скорость превышает скорость света. Этот порог называется горизонтом событий. Все объекты, расположенные за ним, исчезают для наблюдателя. С ними невозможно взаимодействовать, их невозможно наблюдать. Вы только представьте, что сперва с небосклона пропадут дальние галактики и их скопления, а затем одна за одной потухнут звезды Млечного Пути, начиная с дальних от Солнца. Мрачная картина. В случае, если теория Большого разрыва верна, скорость расширения Вселенной будет постоянно увеличиваться. Это приведет к тому, что постепенно силы расширения станут преобладать над гравитацией. Сперва разрушится скопление галактик, затем сами галактики и звездные скопления. Затем распадутся звездные системы. Светила уже не смогут удерживать возле себя стремительно убегающие планеты и спутники. Следующей стадией станет распад вещества на атомы, а затем атомов на элементарные частицы. Материя перестанет существовать.
После этого современные законы физики перестанут работать, и что произойдет дальше, предсказать невозможно. Современные наблюдения показывают, что пространство расширяется, и скорость этого расширения увеличивается. Но мы ничего не знаем о сущности темной энергии, поэтому не исключено, что процесс может повернуться вспять, и Вселенная начнет сжиматься. Например, это может произойти, если общая гравитация, создаваемая всей материей Вселенной, превысит силу ее расширения. Такой сценарий событий называется большим сжатием. В этом случае процессы во Вселенной будут идти примерно так же, как сейчас, пока ее размер не уменьшится примерно в 5 раз от нынешнего. Скопления галактик сольются в одно сверхскопление, занимающее всю Вселенную. Но внутри самих галактик также будут рождаться и умирать звезды, формироваться планеты и происходить прочие события. Когда же Вселенная сожмется еще в 20 раз, и ее объем составит всего 1% от нынешнего, все галактики сольются в одно. Температура реликтового излучения достигнет 274 кельвинов и будет продолжать расти. Это значит, что вскоре во всей Вселенной не останется жидкой воды, необходимой для биологической жизни. Во всяком случае, в привычном для нас виде. Дальнейшее сжатие пространства приведет к еще большему разогреву Вселенной. Планеты будут выжжены, а затем расплавлены. Вся материя будет скомкана в огромное облако кипящей плазмы. Затем распадутся на части атомы, элементарные частицы, и в конце концов Вселенная сожмется в сингулярность, подобную той, из которой появилась на свет. Существует теория, представляющая собой развитие теории большого сжатия. Она называется теорией большого отскока. Согласно ей, после того, как Вселенная схлопнется в сингулярность в результате большого сжатия, она родится вновь, в очередном большом взрыве. Эти события будут происходить снова и снова, предположительно вечно, насколько можно говорить о вечности за пределами пространства и времени. Сложно сказать, какое время займет любой из этих сценариев развития событий. Слишком мало пока известно о темной энергии. Возможно, что большой разрыв или большое сжатие произойдут в тот период развития Вселенной, когда еще будут существовать звезды и планеты. Но что если нет? Что будет со Вселенной, если момент окончательной гибели Вселенной очень сильно отдален во времени? Все же законы физики таковы, что привычная нам Вселенная не может существовать бесконечно. Выделяют 4 протяженные космологические эпохи, каждая из которых имеет собственное лицо. Мы живем в так называемую эпоху звезд. В окружающей нас Вселенной еще остались обильные запасы межзвездного газа, сырья из которого формируются звезды. Новые светила продолжают рождаться, и этот процесс не закончится, пока не будет исчерпан весь межзвездный газ. Эта эпоха закончится через промежуток времени от 1 до 100 триллионов лет. За это время Солнце, а также абсолютное большинство других звезд исчерпают запасы ядерного топлива и превратятся в белые карлики, нейтронные звезды или черные дыры. Следующая эпоха называется эпохой распада. К этому времени звезд главной последовательности больше не будет. Большая часть материи во Вселенной сосредоточится в белых и коричневых карликах, оставив немного нейтронным звездам и черным дырам. Все эти объекты будут медленно остывать в течение очень длительного времени, порядка дуодециллиона или 10 в 39 степени лет. Белые карлики постепенно отдадут накопленное тепло в излучение и превратятся в черные карлики. Коричневые карлики также остынут, и вялотекущие термоядерные реакции в их недрах окончательно прекратятся. Постепенно большая часть материи будет поглощена черными дырами. На этой стадии развития Вселенной основными процессами будут аннигиляция темной материи и распад протонов. Протоны – элементарные частицы, из которых состоят все известные нам атомы. Считаются одной из самых долгоживущих элементарных частиц. Расчетное время жизни протона составляет около 100 дуодециллионов или 10 в 41 степени лет. Таким образом, к концу эпохи распада материя во Вселенной должна представлять собой море разрозненных элементарных частиц,
среди которых остались отдельные нейтронные звезды и черные дыры. Следующая эпоха называется эпохой черных дыр. Согласно некоторым теориям, они будут собираться в скоплении и сливаться друг с другом, пока не образуют единую гигантскую черную дыру. Согласно другим теориям, черные дыры будут медленно испаряться, излучая энергию, пока окончательно не исчезнут. Испарение черных дыр – это квантовый эффект, обусловленный излучением Хокинга. Он идет тем интенсивнее, чем меньше черная дыра, и в конечном итоге лишает дыру всей ее материи и энергии. Этот процесс закончится предположительно через 10 в 100-й степени лет. Это число называется Гугол. Как бы то ни было, в итоге во Вселенной останется лишь мертвое пространство, заполненное остаточными продуктами процессов, происходивших в предыдущей эпохе – фотонами, электронами, позитронами, нейтрино и кварками. Электроны и позитроны постепенно аннигилируют друг с другом. В таком виде Вселенная теоретически может существовать неограниченно долго, как минимум до большого сжатия или большого распада. В любом случае, человечество не доживет до этого момента. Вероятнее всего, оно исчезнет еще в эпоху звезд. Наша планета будет пригодна для жизни еще около миллиарда лет. Потом она будет выжжена постепенно нагревающимся Солнцем. А через 5-6 миллиардов лет наше светило, ставшее к этому времени красным гигантом, сбросит внешние оболочки и превратится в белый карлик. Но что же будет после смерти Вселенной? Вряд ли ответ на этот вопрос возможен. Ведь после смерти Вселенной, по какому бы сценарию он ни происходил, не будет ни пространства, ни времени в доступном нам понимании. Даже если верна теория большого отскока, и после большого сжатия будет большой новый взрыв и новая Вселенная со своими галактиками и звездами, то мы никак не узнаем об этом. Как не сможем узнать и о предыдущей Вселенной, той, что была до нашей. Ведь чтобы прозвучало слово, должна быть тишина до него и после него. Не стесняйтесь высказать свое мнение об этом ролике, нажав лайк или написав комментарий под видео. А если хотите и дальше знакомиться с познавательным и интересным материалом на нашем канале, подписывайтесь. Ваша поддержка очень важна и помогает нам развиваться, радуя вас новыми роликами. И услышимся!